Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург. Я Саша Карельский, и сегодня у нас в гостях очаровательная и несравненная Юлия Эйр. Да-да, та самая, которая блестяще выступила на нашем втором онлайн-концерте Алга Димаш, сочинила гимн Диэрс и исполнила множество каверов на песни Димаша. Уверена, что большинство Диэрс с ней знакомы, поэтому устраивайтесь поудобнее, будем беседовать. Здравствуйте, Иван и Саша. Здравствуйте все, кто нас сейчас смотрит. Для меня большая радость вновь побывать у вас в гостях на канале и пообщаться с вами и со зрителями. И также хочу поблагодарить в очередной раз вас за такую замечательную идею, как создание онлайн-концертов, организация такого праздника для всех Диэрс. И, конечно же, для меня было огромной честью и радостью поучаствовать во втором концерте наряду с такими замечательными исполнителями, большинство из них профессионалы. И для меня это, конечно, было просто огромной радостью и очень почетным событием в моей жизни. И я благодарю всех, кто смотрел, всех, кто писал комментарии, пролайкал хорошенечко. И очень приятно, что люди проявили интерес и к моей скромной персоне. Здравствуйте, Юлия. Если вам не сложно, для неоперившихся Диэрс, расскажите немного о себе. Вдруг кто-то упустил. Меня зовут Юлия. Родилась я в Кыргызстане, в столице, тогда город Фрунзе, ныне Бишкек. Провела там свое детство, юность, потом какое-то время жила в Москве. И на данный момент я проживаю в королевстве Бельгия, в небольшом городке. У меня муж, 3 детей, дом. Так что я являюсь домохозяйкой. На работу мне ходить просто-напросто некогда. Мне хватает домашних хлопот. И у меня есть такая отдушина сейчас, мое хобби, мое увлечение. Это YouTube-канал, где, собственно, я пою, делаю реакции, блогерствую понемножечку и очень люблю этим заниматься. Расскажите о вашем отношении к музыке, в принципе. Музыку я, конечно же, люблю очень, как и большинство жителей нашей планеты. Как слушатель, если говорить, то я могу слушать совершенно разные жанры. Главное, чтобы это мне нравилось. Если это сделано хорошо, с душой и вызывает у меня какие-то чувства, эмоции, то я это слушаю совершенно неважно, рэп это или опера, или регги. Могу слушать совершенно любой жанр. Единственное, что в юности я слушала гораздо больше, музыку чаще, то есть в фоновом режиме, когда что-то делала или когда шла куда-то в плеере, слушала. Сейчас у меня дома маленькие дети, когда они дома непосредственно, они у меня сами беспрерывно исполняют в жанре кроссовер, просто на все лады. Когда их дома нет, я, соответственно, предпочитаю либо тишину, либо что-то, если я слушаю, что мне очень нравится, например, Димаш Кудайберген, то я это буду слушать сидя или лежа в наушниках с чувством, с толком, с расстановкой, вникая в лицо, в мимику, в звуки, да, внимательно слушать. Не включаю музыку уже, когда я делаю уборку, например. Я предпочитаю отдыхать. Вот. А что касается отношения к музыке как исполнитель, я не профессионал, я не знаю сольфеджио. Вокалом занималась немножко в юности, ходила на хоровое пение и немножко так в дворовой банде немножечко тоже пела. Все, сейчас я музыке обучаюсь, вокалу по видео в YouTube. Ой, а как вы познакомились с творчеством Димаша? С Димашем меня, можно сказать, познакомила моя мама. Мамочка, тебе привет и большое спасибо. Однажды она мне позвонила, вся такая возбужденная, и сообщила, что вот просмотрела выступление некого красивого парня азиатской наружности, молодого, который как-то совершенно волшебно исполнил песню, которую она не слышала никогда. И она попросила меня найти в интернете и узнать, кто же это такой. И я довольно быстро нашла. И таким образом мы пересмотрели все на тот момент имеющиеся выступления. Это было весной 2019 года, если я не ошибаюсь. Вот. И с тех пор, конечно, мы стали такими поклонницами его творчества.
и нас больше уже это не отпускает, любовь. После знакомства с миром Димаша ваша жизнь изменилась? Ну, прежде всего, конечно же, Димаш приносит в жизнь, не только в мою, об этом свидетельствуют многочисленные комментарии Диерс. Димаш привносит в жизнь столько света и столько тепла, и столько надежды на то, что не все потеряно на этой планете, на то, что нам есть куда стремиться, нам есть как очищать свое сердце и душу, нам есть о чем задуматься, переосмыслить, больше друг друга любить. И настолько, ну уже столько сказано про Димаша, что я даже не берусь какие-то новые вещи говорить, но то, что он заставляет распрямить спину, стремиться к чему-то высокому, да, как-то не обращать внимания на какую-то суетную вот такую вот мелкую, низкую какую-то деятельность, а заставляет как-то шире взглянуть на жизнь, как-то выше посмотреть, глубже, что ли. Вот такие изменения он вносит в жизнь, Димаш, своим поведением, своим чутким отношением к старикам, к молодежи, к детям, к творчеству, к песням, каждой нотке, да, вот такие он вносит волшебные изменения. А в творческом плане что-то изменилось? А в мою конкретную жизнь, на практическом, да, так сказать, плане, он, конечно же, меня подтолкнул, так сказать, спровоцировал просто забыть обо всем, забыть о том, что я не профессионал, не бояться того, что меня осудят, и просто спеть его песню, набраться храбрости и выложить это в YouTube. И я благодарна всем, кто меня поддержал. Я не ожидала столько позитивных комментариев. И, конечно же, как любому человеку, мне приятно, что я что-то сделала от души, спела просто, не в студии, нигде, просто на кухне спела песню. И вдруг люди поняли, что я хочу передать. Я просто хотела поделиться своим трепетным восхищением от творчества, от того, как можно исполнять песню. Мне захотелось, я, конечно, не имея такие вокальные возможности, но обладая такими же глубокими чувствами и потребностями, как любой человек, в любви, в радости, я захотела поделиться этим. И люди это оценили, поддержали меня. И таким образом у меня сейчас есть такая отдушина. И вот вы в мою жизнь, например, пришли. Вы, ребята, и, собственно, вы все, кто нас смотрит, такие у меня теперь есть виртуальные, но очень хорошие, добрые друзья. Спасибо, Юлия, за ваши теплые слова. Вы очень душевный человек. Это видно невооруженным взглядом. А раз у нас пошел такой душевный разговор, может быть, и вы хотите у нас что-нибудь спросить? Вопрос у меня такой к вам, ребята. Канал Алга Петербург, а конкретно Ваня и Саша. Петь когда будем? Вместе или вы по отдельности? Мне интересно, когда вы будете петь каверы Димаша Кудайбергена. И я с удовольствием вас поддержу, если будем создавать какое-то трио или дуэт. Я, по-моему, не одна, кто же вас спрашивал, предлагал вам, что надо вам тоже попробовать попеть. Это невероятно интересное предложение. Мы всегда открыты к новым идеям. Спеть мы хотели, к слову, уже давно, но стеснялись. А под вашим чутким руководством, уверен, у нас все получится. Так что теперь будем ждать приглашения от вас. А там и споем, как говорится. И спасибо, что оценили наш творческий потенциал и заглянули на огонек. Вам спасибо, ребята, что пригласили меня. Спасибо за такие интересные вопросы и вообще за ваш замечательный контент на канале. Конечно же, я вам желаю, чтобы ваш канал еще дальше развивался, чтобы подписчики прибавлялись и чтобы вы радовали нас такими интересными проектами, как онлайн-концерты и другие рубрики. Так что вам энергии, позитива и здоровья я желаю. И потихонечку подвожу всех к предновогоднему настроению. Вот у меня тут елочка, главное украшение здесь. Так что всем счастья, здоровья. Пусть все проблемы останутся в уходящем году 2020. И Алга Петербург, Алга Диерс, Алга Димаш.
Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.